Здесь. Вводит перед, это сразу вот эта система какая-то. Ты куда летишь? Куда? Братан, это скутер. ДБ киллер. Воу! Вот сейчас я чуть не улетел, пацан. Кто не понимает, с кем связался. Ракета полетела. Здорово. Со мной мотоциклист даже поздоровался, видел? Воу. Ну, вот такой вот баланс. Я так лечу, просто думаю, сейчас перелечу тут. Ракета, пушка, лазер. Сегодня у нас мечта школьников. Это Yamaha Aerox, не какая-то вам R1 недостижимая мечта. Это реальная мечта. В этот скутер вложено столько бабла, что можно было бы купить, наверное, Yamaha R1. Посмотрите, как он видонит. И первое, что мне делал, опа, какой наклон. У меня, кстати, когда-то была Yamaha Aerox. She just wanna cut up in the car, told her start it up. I don't wanna see it from your eyes unless it's Cartier. Ran into my old chick, she said you ain't playing fair. No, I ain't playing fair. No, I ain't playing fair. Asked her why she staying there, she said she don't know. I had to ask some more, but I really had to go and get my bop on. Yeah, I get my bop on. If she needs some... Давайте начнем с передка. Посмотрите, какая агрессивная мордочка. LED, тюнячая фара, воздухозаборники, которые не просто фейковые, как на многих мотоциклах и автомобилях, а они охлаждают радиатор. Радиатор усиленный стоит здесь. Воздухозаборнички внизу, которые также охлаждают радиатор. И даже вот здесь небольшой такой стандартный воздухозаборник. Переднее крыло разработано специально в такой форме, чтобы улучшить аэродинамику. По постройке вот этой передней подвески можно сделать вообще отдельное видео. Пацаны, пишите в комментах, что охлаждает этот воздухозаборник. Я так понимаю, этот воздухозаборник охлаждает ваши бутерброды, которые находятся в бардачке. Этот воздухозаборник охлаждает бак, который находится сзади. Еще 3 маленьких воздухозаборника напоминают о том, что это маленькая акула, это предшественник Yamaha R1. Я помню, когда у меня была Yamaha Aerox, первое, что я хотел сделать, это алюминиевые подножки. Я не буду уже говорить о ценах, сколько они стоят космо. Насчет покатать телочек, такое себе. Проблема этого скутера в том, что места в бардачках у вас здесь нету. Здесь у нас электрика. Те, кто никогда не сталкивались со скутером, они понятия не имеют, как открывается задний бардачок. Я даже сейчас немножко провтыкал. Открывается он вот так вот. Налево поворачиваете ключик. И волшебством одной правой руки открывается бардачок, где мы видим с вами аккумулятор. Аккумулятор усиленный, так как нужно больше энергии, охлаждайка и алюминиевая подкладочка. И тут приезжает Дон Петров на своем мотоцикле. Вы все так хотели Петрова, вот он. Больше Петрова во влогах. Привет, друзья. Привет, давно друзья. не было видео. Ну все скучают по тебе там? Конечно, скучаю. А я говорю, ты не приезжаешь, все время говоришь, у тебя друзья новые, с ними катаешься, на Денчика нет времени. Да, новый был, уже в аварию попал. Уже в аварию попал? Да. Главное, что целый, живой. Друзья, оцените этот скутер от 1 до 10 в комментариях, и вот что вам понравится, что не понравится. И тут вот мнение эксперта сразу. Давайте, Дон Петруччо. О, сходу. Тюник, у меня BMW такого нет. Офигеть. Я тебе скажу больше, этот тюнинг почти что стоит, как твой мотоцикл. Да ладно, что ты гонишь? Ну, в итоге мы посчитаем, сколько это все стоит. Что тебе сразу сходу нравится здесь? Вводит перед, это сразу вот эта система какая-то. Ну, выглядит дорого, богато, да? Ну, да. А тормозит, как думаешь? Я не знаю, Данчик, я же не ездил. Я тебе дам прокатиться, Да хочешь? нафиг надо еще бьюсь. Я один раз прокатился на мотороллере, мне кажется, страшнее ехать для меня на мотороллере, чем на мотоцикле. Что важно, это не простой двухтактный двигатель, это 4-тактный двигатель. И звучит он намного иначе. Я думаю, что тут еще можно нормально так мощностью выжать. Поставить турбину, как мотокор на Альфа. Поставить нитрат азота, или как он там называется, азот, нитро. Правильно, можете сказать, как называется? На таком скутере за вами не будет гоняться полиция, потому что они просто-напросто вас не смогут догнать на такой пушке, ракете, лазере, котлете. Давайте сейчас потестим звук в туннеле. Звук действительно очень-очень приятный, такой породистый. Вы знаете, нет такого... Чем-то напоминает мне КТМ. Вот, я думал, что же мне напоминает этот звук. А вот здесь мы, пацаны, не пролезем с вами. Будем пытаться. Давайте. На брусчаточке аккуратно всегда катаем. Поворачиваем, хоп-хоп-хоп. Нормальненько. Что вам нужно для города? Вот какая скорость вам нужна для города? У нас очень маленький город.
Маленькая зеленая страна. Тут почти все друг друга знают. И такой скутер для города, ну это вообще даже уже за много, наверное, будет мощностью. Но он видонит. Сначала такой, ну, наверное, девочкам не понравится. Не, он понравится девочкам, правда, какой-то определенной возрастной группы, до лет так 25. Потому что и в 30 даже девочкам понравится. Друзья, этот выпуск сделан при поддержке моих надежных и, как я вам обещал, проверенных партнеров из компании BetBoom. У этих ребят лучшее мобильное приложение по версии Sport и Россия. Регистрация у тебя займет всего лишь 15 секунд. Друзья, что важно, если вводите промокод МОТО, мало того, что вы поддерживаете меня, за что вам реально огромное спасибо, вы можете получить еще до 2000 фрибетов с первого депозита. На период чемпионата по футболу у ребят из BetBoom отличная акция. Если по ходу одного из матчей чемпионата Европы команда, на чью победу вы поставили, по ходу игры вела 2 мяча, то ставка автоматически рассчитывается как выигрышная. Экспресс дня. Каждый день они собирают для тебя 5 новых экспрессов и умножают их итоговый коэффициент на 1,25. Сегодня у нас Россия против Дании. Похоже, что у кого-то нет шансов. Используйте мою ссылку в закрепленном комментарии, забирайте свои бонусы. Желаю вам удачи. Спасибо за поддержку. Офигенно ты выглядишь на нем. Ты уже 5 раз сказал, что я офигенно выгляжу. Нет, серьезно? Я так понял, что мне скутер надо покупать, да? Да, это твой. Смотрите, Петрову, сколько там, 46 лет. Он говорит, я офигенно выгляжу на этом скутере. Куда летишь? Куда? Ага! Думал, что скутеру делаешь? Нихера! Это не просто скутер, это мощап, чувачок. Просто мощь вот. Круто, да, Петров? Круто. Смотри. Можете также написать в комментариях, как вы думаете, сколько здесь лошадиных сил. Как вы поняли, база Yamaha Aerox, движок у нас от Yamaha Majesty 250 кубов, а цилиндр стоит от Malossi 290 кубов. Я, пацаны, даже не знаю, есть ли там подсосик или нет. Его нету, этого подсосика, нужно немножко ручкой газа поработать, и тогда будет все окей. Само собой, здесь стоит прямоток Акрапович. Сразу скажу, он не оригинальный, китайский, но звучит довольно прикольно. Громадный воздушный фильтр нулевого сопротивления, который дает скутеру аж целых 5 или 10 лошадей. Но вы не забывайте, что дело не в лошадиных силах, а в прослойке между рулем и сиденьем, плюс в крутящем моменте. Задняя часть скутера от Yamaha Majesty, литой диск задний, вот этот подрамник, маятник, как его называют у скутеров, я даже не знаю. Вот это уже кастомное крепление, которое они сами сделали. Так что, если какие-то вопросы, пишите вот Никите, он все вам расскажет подробнее. Я просто вот что помню, рассказываю сходу и показываю вам визуально. Задние громадные амортизаторы с Алиэкспресса, громадные охлаждающие шланги, фирменная надпись Malossi, фирменная надпись Yamaha. Ну и вот так выглядит с этой стороны скутер. Прежде чем начать с мотоцикла, не спешите, вам нужно вот это. Представьте, здесь 300 лошадей, хотя типа в стоке он на 50 лошадей. Это просто мечта школьника. Даже дядька, вот который у меня сейчас снимает видос, дядя Петров, я думаю, и он прокатится и поймет, что этот скутер, он просто валит. Он валит на заднем, он валит на 300, на переднем стопе, он все делает. Это просто мечта школьника. Передние штоки с Алиэкспресса, непонятно, они регулируются, не регулируются. Маленькие такие отбойники, как они, бобины мы их называем, да? И посмотрите, какие суппорта. Да, они круче, чем на этом мотоцикле. Там какие-то Brembo стоят. А здесь у нас Вока. Тормозные диски громадные просто. На мотоцикл такой ставят обычно. Почему же тут пришлось поменять переднюю вилку? Да все потому, что без такой передней вилки, без таких перьев вы бы не установили такие крутые передние тормозные диски, тормозные суппорта. Тормозные диски Stage RT, я так понял, это премиум. Ну, вы там в комментах, конечно же, напишите, это премиум или не премиум. И сам диск, вот этот литой, такой отполированный весь, это Stage 6. Я тут заметил одну немаловажную деталь. Это Г-образные вентиля. Обычно в гонках такие используют. Этот скутер можно даже использовать в гонках. Я вообще не видел гонки на скутерах, но вроде как они существуют. Сделаем так. Я оставлю список улучшений и все цены в закрепленном комментарии. И вы потом сами можете посчитать. Я посчитал 58 позиций. Если я буду озвучивать эти все позиции в видео, то вы заснете. Или просто будете шокированы от этих цен. Я не хочу вас шокировать. Одни переключатели Stage 6 стоили 75 евро. Вот эта малюсенькая задняя фара ледовская, она стоила 50 евро. Как думаешь, где здесь сцепление, Петров?
Левая? Левая? Ну выжми его. Не тормоз. Здесь нет сцепления, братан, это скутер. Ты поймал меня, блин. Ладно. Я же еду. Давай нажми тормоз, покажем, как говорят. Да, это тормоз. Так, один. А не, все горят. Отпусти. Нажми. Нажми тормоз, ёпта. Вот так горит. Ну ты, конечно. Поворотнички. Все работает, все официально, можно передвигаться по дорогам общего пользования. Петров, сколько у тебя килограмм? 120. 120 килограмм? Наверное. Мне кажется, больше. Итак, посмотрите, как Петров будет выглядеть на этом скутере. Присаживайтесь, господин Петров. Подожди, блядь, здесь. Чё, подожди. Ни хрена себе. Как тебе, удобно? Да. Нормально? Может, меняемся? Не, надо. Ну, тебе нравится, да? Ну, мне кажется, что я перевернусь на ней, блядь. Не, или мне? Не, Ладно, суть этого была показать просто, как выглядит такой здоровенный мужичила на этом скутере. Выглядит он довольно неплохо. Знаете, я не понимаю вот это пренебрежение мотоциклистов к скутеристам. Только что оно было сказано вслух от Петрова в мой адрес. Он говорит, ну ты давай едь уже, я приеду, типа. Ты считаешь, что мы не сможем с тобой вместе на равных ехать? Не, все нормально. Ну, конечно, если ты будешь наваливать 300, то мы не поедем на равных. Там радар, блядь. Друзья мотоциклисты, относитесь к скутеристам с пониманием. А не как вот Петровы такие. Петрова инстаграм оставлю в описании. Пишите ему свои замечания по этому поводу. Как тебе, звукан, слышал? Просто ракета вырывается. Резина тут новая стоит, держак должен быть хороший. По подвеске сразу скажу, она немножко жестковата. Можно поставить DB Killer. Воу! Вот сейчас я чуть не улетел, пацаны, реально. Я зажал передний тормоз на скорости, естественно, АБС нету. Это моя ошибка, но я вовремя его отпустил и не упал, все хорошо. Это было, конечно, бы эпично было бы. Фу, блин, аж язык заплелся. Немного подставил левую ногу и избежал аварийной ситуации. Точнее, это даже не аварийная ситуация была бы, это была бы идиотская ситуация. Но вот когда газу даешь, он аж на заднее подрывает, а задний тормоз, опа, тоже за жопу снесло, заблокировало. Понимаете, тормоза работают до какого-то момента, и если нет АБС, то, соответственно, они блокируются. Но колесо не прокручивается. Нужно вот так, равномерненько, передним, задним немножко потормозил. Друзья, где-то видно, чтобы скутерист ждал мотоциклиста. Давай, едь, я тебя догоню сейчас. Давай, пошел. На заднем почти. Он просто не понимает, с кем связался. Ракета полетела. До свидания. Выезжаем на автобан и замеряем максималку. Не смотрите на спидометр, он показывает неправильно. Мы с вами летим уже примерно под 255 по Фаренгейту. Видите, я обогнал его. Идем хорошо. Зарядка вообще просто бомбовая. Я просто немного большой, вес у меня большой, тяжелый точнее. Язык заплетается на такой скорости, трудно что-то говорить, собраться с мыслями. Я как будто в туннеле. Вот у меня туннель, дорога. Зеркал, конечно, не хватает. Да, прикрываемся фурой. Все, выезжаем и пошли. Не, ну снизов он подрывает просто люто. Так я вот лечу. Ну, если по-честному, то скорость тут максимальная около 120-130, наверное, будет. Может быстрее, может 140 где-то. Присутствуют небольшие вибрации. Если вот так вот ехать за машиной, но я вам этого не советую делать. Ветра практически нет. Сразу нужно меньше работать ручкой газа. Так, ну вот то, что зеркал нет, это, конечно, very bad, guys. Мы идем на обгон.
Почему нельзя так за машинами ездить? Ну, потому что, посмотрите, тут едет трактор, он резко перестроится влево. Я не пойму, что там трактор, не успею среагировать и буду в этом тракторе. Не надо никакие скорости переключать. Пешеходов пропускаем. Мое уважение. У нас тут Hella тормозные шланги. Дорогая тормозная машинка, я не помню, как она называлась, там в списке посмотрите. Регулируем переключатель тормоза. По привычке мотоциклист, может, сцепление выжмет. Очень маленький переключатель, неудобный. Вот этот Stage 6. Поворотники, стартер. Что еще у нас тут? Широкий тюнячий руль. Вот так вот передок выглядит. И такая мягенькая... Как она называлась? Это чтобы головой не стукнуться. Точнее, когда будешь стукаться головой, чтобы нос тебе не разбил. Переходник на руль стоит. Ну и вроде все. Специальный болт даже нужно было у Гарика заказывать. Для этих тормозных шлангов Hella. Это армированные тормозные шланги. За счет этих тормозных шлангов торможение намного лучше. Небольшой тест по брусчатке. Я уже боюсь резко тормозить, потому что, насколько вы знаете, брусчатка коварная. Так же, как и рельсы. Но мы попробуем. Вы видели? Вот для этого эта штука и сделана, чтобы не пробить свой нос. Да, ты бы и упал, если поехал на нем. Здорово. Со мной мотоциклист даже поздоровался, видел? На таком скутере уважают. Ты со всеми здороваешься? Я тоже со всеми здороваюсь. Я как будто в форсаже. И на заднем можно было бы так. Не, ну однозначно этот скутер, он привлекает внимание. Он привлекает все и всюду. Он звучит, он видонит. Вы там кушаете, и я хочу покушать, ребят. У нас перерыв обеденный с Петровым. У меня такое ощущение, что что-то не то с подножкой. Он начал наклоняться еще больше. Она открутилась, походу, да. Да, смотри. Так, надо его как-то прислонить где-то. Плюс скутер, блядь, в том, что он тяжелый, этот скутер. Этот реально тяжелый. Я свой поднимал задницу. Ну так, тут движок другой. Проблемы? Ну, надеюсь, не упадет? Ну да. Плюс скутера в том, что вы можете его просто прислонить к стенке, и он стоит. Ладно, в пару словах, Петров, как там? Короче, это круто со стороны выглядит. Жалко, что я не снимаю. Да. Ну офигенно. Мне казалось, что он маленький. Вот ты метра, во сколько там, 90, да? И, ну, офигенно бы, ты крутяшь. А как я еду быстро? Офигенно бы. Ты аж не успевал за мной там? Как профессиональный сдох, там, гонщик, тогда да, офигенно бы. Знакомьтесь, это Кингу, это Каспар, приезжайте к нему кушать. У нас вот такой обеденный перерыв. Каспар тоже хочет стать мотоциклистом. Петров сейчас бургер себе закажет, а я один кебабчик с пепси. Ну передавай Зубастику привет. Пилотович, здорово. Зубастику привет. Он только что фотку скинул Петров, спалил Петров. Да, мы кушаем, у меня вот такой кебаб, у Петрова что там, бургер с сыром. Ты его весь развалил, ты его неправильно кушаешь. Ладно, что ты мне тут, блин? Приезжайте к пацанам из Кингу. Наши пушечки стоят, отобедаем, летим дальше. Петров, как покушал, хорошо, да? Да, покушал нормально, мне все люди... Ну ладно, короче. Не, скажи, что тебя обманывают, да, постоянно? Ну я еще не знаю, может еще придут. Короче, резину литовец, если ты высыл, где резина? А еще до этого тебя обманывали, да? Да, 5 раз. Через Инстаграм что-то предлагают, а обманывают. Вы, блядь, не обманывайте Петрова. Он и так один живет, ему сложен. А у нас на часах 15:42, и мы продолжаем. Вот что делает широкий руль. Спасибо, дорогой. А дальше я не пролезу, наверное, да? Баланс. Ну, в принципе, вот в таком междуряде вы пролезете. А на спортухе вы пролезете в любом междуряде. Главное, не забывайте, что на 300 надо. Вот девушка такая посмотрела. Ох ты!
Какой классный скутер, я себе тоже такой хочу. Но он не для тебя, он слишком мощный. Как я себя сейчас ощущаю? Нормально, вот так вот наваливаю здесь. Сейчас получится здесь междурядье. Получается что-то у меня. Правда, внимание, внимание, еще раз внимание. Ну и кого же тут остановили? На гольфе, парня. Я же удивлен, я думал, BMW будет. Слушайте, ну концентрироваться надо, на мотоцикле как-то не так страшно. Зеркал, ну не хватает зеркала мне, не убирайте, пожалуйста, зеркала. Поняли, да, просто пролетел и все. Сколько топлива? Думаю, 5-6 литров на соточку. Конечно, если все время наваливать на 300 и на заднем, то расход будет намного больше. Мне фуру даже показала левым поворотником: эй, братиш, не надо обгонять, не надо. И не важно, на чем вы, на мотоцикле, на скутере или на велосипеде. Просто я вижу скутеристы, они ездят такие налегке. Вот у меня кевларовые джинсы, куртка, шлем, что важно, перчатки. Но я стараюсь так более-менее аккуратно ездить. Конечно, бывают моментами я тоже такие трюки вытворяю, что потом удивляюсь сам себе. Но согласитесь, что мототехника вот здесь тоже опасно. Он, наверное, кого-то пропускает, а мы кого-то не пропускаем, мы проезжаем. Мототехника для того, чтобы быстрее добраться из точки А в точку Б и освободить, разгрузить, точнее, дороги нашего города. Ну или вашего города, неважно. Я помню, вот по Киеву мы наваливали, там вообще мало мотоциклистов было. У нас в этом плане очень много мотоциклистов и скутеристов. А вот сезон у нас очень и очень короткий, к сожалению. А ты, дядя, на BMW куда? И продолжая ту тему насчет экипировки, я сегодня видел девушку, она ехала в шортиках, кроссовках и в футболочке. Ну, в таких странах, как Таиланд, все так ездят. Просто нужно понимать одно, что асфальт для всех одинаковый. То же самое и по железу. Все автомобили по железу тоже одинаковые, когда вы в них врезаетесь. Это будет очень больно. Просто представьте, когда вы ударяете палец об стол. Я вижу удивление на лицах людей, когда они видят, что скутер так наваливает. Согласитесь, это необычный скутер. Это скутер Yamaha Aerox. Это громкое имя. Нужно очень много вложений, чтобы добиться такого результата. И вообще на скутер тюнинг дорогой. Минус этого скутера в том, что он, сука, вибрирует. И у меня уже все вибрирует от него. Но это такие приятные вибрации. А когда ноги сюда ставишь, вообще как будто массаж ног. Ух ты, как там один выехал на красном автомобиле. Я вот на мотоцикле обычно не катаюсь правее правого, да? Поэтому, как там, давайте здесь по междуряде. По стандартной схеме. Вот женщина идет по телефону, говорит, здесь она посмотрит, что там едут еще мотоциклисты. Воу, воу. Вот такой вот баланс. Отлично. Продастся ли этот скутер за те деньги, которые в него вложены? Никогда. Но жалеть о том, что сделано, и то, что было в прошлом, не надо. То, что сделано, то сделано. Все, друзья, спасибо, кто со мной был до конца в этом видео. Хотел вам показать этот чудесный скутер. Сейчас он, надеюсь, заведется. Сразу, вообще с полоборота. Пушечка. До новых встреч. Всем хорошего настроения. Бодрячком. Ой, какой жесткий. Стрёмный. Все, всем спасибо. Пока. Подписывайтесь на канал. Не забудьте лайк и комментарий. Да, обратная связь.
24 минуты. Так вот выглядел проект. Не забывайте также о наших любимых чипсах. Демос пита-чипс из арабского хлеба, не во фритюре, которые продаются в магазинах Риме. Ссылка на их инстаграм будет в описании под этим видео. Спасибо вам за просмотр. До новых встреч.